Всем привет, это канал Не Местные, Константин и Залина. И сегодня мы с вами отправимся в парки города Батуми. Их здесь не так много, всего 3, и мы вам их покажем. В Батуми вообще очень много маленьких скверов, но мы выбрали 3 парка, официально называются парки. Это Старый бульвар, парк 6 мая и парк Леха и Марии Качински. Мы пройдемся с вами по тихой гавани Батуми, потому что Батуми это не только море и горы. Батуми это классные зеленые парки. Поехали! Этот парк открыт аж в 1881 году и изначально носил название Александровский сад в честь императора Александра, который, как говорят, даже в 1888 году лично приезжал сюда. Но в дальнейшем парк был переименован ввиду событий революционных 6 мая 2004 года, когда был конфликт властей Аджарии и властей Грузии. В центре этого парка озеро Нуригель. Здесь вы можете покататься на катамаранах, на лодках, также можете увидеть здесь соревнования на каяках, прокатиться сами и вообще приятно провести время, любуясь закатом, который погружается в это озеро. Вот вдоль всего озера идет такая дорожка, тропинка. Она прям очень приятная, широкая. Здесь можно гулять, она даже можно ездить, я думаю, на велосипедах точно. И зелень с левой стороны у нас озеро, с правой стороны здесь такая зеленая зона, а дальше уже дорога. Машин, да, слышно чуть-чуть. И очень много собак здесь, я вот заметил, лежат собаки большие, маленькие. Вот такие беседки есть, ну как беседки, столики со скамейками, где люди собираются. Здесь очень много людей, особенно по вечерам, с колясками, да, здесь можно гулять. Хотя уже холодно на воде, но все-таки еще ездят на вот этих, как их, лебедях. Можно брать на прокат. Заметил здесь такие лавочки, они, смотрите, какие литые прям, со столом вместе. Ох, какой материал, я не знаю даже, что это. Камень какой-то с железом, с металлом, какое-то металлическое, чугунное устройство. Ну, вообще нормально сидеть можно. Очень много лавочек, они разных видов. Вот там, смотрите, белые тоже бетонные, есть и деревянные. Так что найдете, какой вам удобнее вариант. А еще, чем мне нравится парк 6 мая, здесь с определенного ракурса очень необычно показываются здания. Смотрите, как они выглядят. Они сами по себе узкие, например, как здание Марриотта. Выглядит как будто бы вот какая-то колонна. Но на самом деле это здание, если немножко отойти, отельный комплекс. Такой острый. Вон те здания тоже. Необычные формы, нестандартной геометрии. А здесь дельфинарий, который работает. Частенько слышу всплески. А Длина что-то там увидела? А, это для подзарядки. Можно зарядить телефон. Здесь уже выдрали, конечно, местами. Угу. Ну, под USB вижу, да, разъем. USB-C, да. Здесь ничего нет. Поломано, но идея, задумка классная. Мы уже обошли озеро. На самом деле оно не такое уж и большое. За минут за 7 дошли до его конца. И вот смотрите, здесь... А что здесь смотреть? Такое же озеро, просто с другой стороны. А тропинка, я напоминаю, вдоль всего озера. Здесь можно гулять, здесь можно просто посидеть. Есть рыбаки, есть просто так вот сидящие люди. Вдоль всего озера насажены вот такие, это, как я понимаю, плакучие ивы. Видно, что они совсем молоденькие, и их очень много. Если они подрастут через несколько лет, то здесь прям такая буйная зелень будет.
закрывающее озеро. Зачем только закрывать озеро, не понимаю. Будет, наверное, что-то какая-то задумка классная. Тут еще много уточек. Это вон там были. Мы их видели. А вот и утки плывут. Это селезень и утка, я так понимаю, да? Что-то кушают. У них, похоже, сейчас ужин. Природа есть. Это несомненный плюс этого парка. А еще, когда вот здесь вы идете, с этой стороны парка, озера, запахи, очень сильные запахи какого-то зоопарка, что ли. Да, и вон там мы кого-то видим, какие-то птички, что ли. Как будто там какой-то вольерчик для кого-то. И вот там дальше тоже какие-то звуки непонятные. Скорее всего, там зоопарк, типа обезьян каких-нибудь, да? Может, какие-нибудь птицы диковинные. Но мы не очень одобряем такого рода места лишения свободы для животных. Поэтому идем дальше по парку, гуляем, дышим свежим воздухом. Около воды он уж не может быть плохим, как и многие люди, местные и приезжие, которые выбрали такой спокойный отдых. Да, тут нет развлечений каких-то там супер активных, но просто можно гулять, наслаждаться жизнью. Бульвар. На картах вы, вероятно, не найдете среди парков, но на самом деле это самый настоящий, уединенный, приятный, очень аккуратный и чистый парк, парковая зона. И здесь нам очень нравится проводить время, не отдыхать, неспешно прогуливаться, как и большинству жителей Батуми. Лично для меня это самое любимое место для прогулок, это бульвар, потому что располагается в таком классном месте, спокойном. Здесь не слышно какого-то шума от машин. Вообще вот бульвар, он продолжительный, идет практически от моря до моря, здесь 100 метров, наверное, дойти. Выходы есть с любой точки этой аллеи. И с другой стороны мы видим, например, такое красивое здание, как Государственный университет Батуми, с фонтанчиками. Там дальше Хилтон, Мариот. В общем, здесь тоже грандиозные здания, вот такие красивые. Можно гулять, наслаждаться видом, глаза наслаждаются. Чудесные запахи. Об этом я уже говорил в своем выпуске, который я снимал. «Осень в Батуми» называется. Сейчас на экране появится ссылка. Там я более подробно останавливался на что здесь есть, какие дорожки. Ну, мы сейчас в этом выпуске тоже вам все расскажем. В общем, классное место. Здесь люди просто гуляют, наслаждаются. И такая тишина и спокойствие. На протяжении всего бульвара расположены вот такие очень, по-моему, удачные и очень удобные лавочки. Они деревянные, видно, что такие старые, что или под старину сделанные. Очень эргономичные, когда садишься, они не плоские, они немножко такие приподнятые. Если дождь пройдет, то может впитать влагу, либо просто просачивается сквозь эти рейки. Очень классное, удачное решение. В очередной раз я кину камень в огород лавочкам, которые стоят на набережной. Но они невозможно, они белые лавочки, плоские, из такого материала, который вообще не впитывает воду. Там постоянно пыль, там постоянно грязь. Они могут высыхать целую неделю. В общем, там абсолютно не посидишь. А здесь классно, лавочек очень много. И только в сезон бывает такое, что все лавочки заняты. Сейчас не сезон. И мы видим, что, в принципе, можно спокойно где сесть, где хотите. А если вот вы сядете около такого дерева, оно еще очень классно пахнет. Сидите в метре примерно от этого дерева и наслаждайтесь запахами хвойными, древесными. Ну, в общем, я не знаю, как это передать. Очень круто. Сидите и просто отдыхаете. Прямо с бульвара вы можете пройти вот в эти красные ворота Тории, и мы попадаем в самый настоящий японский сад. Проходя по этому мосту, мы видим под ним то самое озеро, где обитают карпы,
На самом деле их не так много. Есть золотые, есть, по-видимому, самые простые виды. Но вода мутноватая. Наверное, для карпов это хорошее условие, потому что здесь, в принципе, все чисто, аккуратно. И видно, что за этим садом, как и в целом за всем парком, за всем бульваром, очень тщательно следят. Дальше мы проходим. Здесь какие-то большое количество деревьев посаженных с табличками, с обозначениями. Видимо, это деревья японские. Деодора, кедр. В целом сад очень уютный, и несмотря на то, что сам по себе бульвар, он такой тоже закрывает вас от шумного города, от дорог, здесь вообще какой-то оазис. Здесь ты еще больше погружаешься вот в это уединение, и спокойно можно даже, наверное, если не помедитировать, то о многом подумать. А еще в парке вы можете увидеть вот такие книги. И на самом деле мне очень понравилось это решение, когда я поняла, что же это такое. Эти книги не что иное, как торговые прилавки. Когда приходят продавцы во время сезона, видите, здесь замок, книга раскрывается, и здесь внутри там всякие полочки, устанавливает кто-то дополнительное оборудование. И вот здесь вырастает такой вот прилавок с сувенирами, с необходимой пляжной продукцией, и вот так по всему парку. Как мне кажется, это гораздо лучше, нежели простые вот эти вот зонтики, непонятные прилавки, столы и прочее. Вот это смотрится классно. От самого города и прямо до моря, рядом с морем набережная, вот такие вот обозначения. Это дорожки для велосипедов, для самокатов, для небольших электрокаров. То есть они ездят строго по выделенной полосе. Вот здесь, там, где ходим мы пешеходы, они не ездят, у них своя полоса. На самом деле они везде ездят, просто это не знаю для чего нарисовали, чтобы было обозначение, где им можно ездить. Но мы тоже планируем выпуск, планируем поездить на велосипедах по городу. Если вам это интересно, поставьте лайк. Мы будем ездить везде, где можно. Здесь очень много дорожек построили в этом году для велосипедов. И объездим, как мы обходили недавно весь Батуми вдоль и поперек, так и поездим на велосипедах. Это тоже будет интересно. Чем еще мне нравится этот парк, бульвар? Тем, что здесь есть 3 варианта, где мы можем прогуливаться. Первый – это вот эти широкие аллеи с брусчаткой, лавочками, красиво оформленными, кустами, деревьями. Второй вариант – мы можем с вами пройти вот в такую посадку и идти в тени деревьев. Там уже нет асфальта или брусчатки, там земля, идти тоже приятно. Но, конечно, если прошли дожди, местами будет грязь и слякоть. Дальше мы можем с этой посадки пройти на набережную и идти уже по набережной, залитой солнцем. Там нет тени, там вы идете, прям подставляя лицо под лучи теплого солнца. И еще один вариант, вы можете пройти дальше к морю и идти, прогуливаясь по гальке вдоль моря. Мне кажется, потрясающе. Где еще есть такие варианты? Здесь же, на бульваре, расположился летний театр. Это вот такое красивое здание, и оно, правда, выделяется среди всех театров. Мы здесь были несколько раз на концерте, на театральной постановке, и в целом, несмотря на то, что он вроде бы небольшой и такой больше даже камерный, но ощущение масштаба представления здесь также было. Поэтому, если вы прилетели сюда летом, когда здесь прям вовсю разгар самый
сезон постановок, концертов. Здесь можно также посмотреть национальные аджарские танцы. Смотрите афишу. Прям вот наша рекомендация посетить этот театр, который расположен на бульваре. А мне там не понравилось. Там акустика такая, что не очень. Это вообще театр для таких маленьких спектаклей. А мы были на таком большом. И как бы плохо слышно было, на задних рядах мы сидели. Там не очень доходит звук. Если будете брать, поближе берите. Или в середине. И сверху как-то так себе было. Зато с улицы, если кто-нибудь там проходит, особенно какие-нибудь песни, пляски грузинские, то слышно, мне кажется, за километр там проходит концерт. Что это резко солнце пропадает и такая густая тень в одной из частей парка. Просто посмотрите на эту красоту. Самое темное место в Батуми даже днем, потому что здесь такая листва, у бамбука такая листва, что прям темень стоит. Если внутрь туда уйти, мне кажется, там можно заблудиться даже днем. Смотрите, как темно здесь. Это бамбуковая роща. Такой тонкий ствол бамбука. Чем выше, тем тоньше он становится, но также на высоте... Пакет висит, видите? Да, ужасно вообще, кто так сделал? Также на высоте у него начинают расти такие тонкие ветки, тонкая листва, но ее так много, она такая густая, что практически вообще не пропускает свет. Вот такое удивительное место. Только посмотрите на эти колонны и сверху растущую густую-густую листву. Мне кажется, в жару здесь спасаться от палящего солнца вообще очень классно. И вот эта вот часть, такая еще один мини-парк в парке, уже с другими элементами декора, ландшафтного дизайна, с другими растениями. Даже виды пальм здесь иные, нежели на всем основном бульваре. Вот какие-то колонны, какие-то вьюны такие вот необычные. Здесь также установлен питьевой фонтан. Это питьевая чистая вода. Вы можете либо попить здесь, либо набрать с собой, например, в бутылку. И также спрятана в ветвях вьюна вот такая вот статуя, экспозиция, девушка, которая держит в руке птицу и рядом сидящий кот. Наверное, у нее есть какое-то описание, что она символизирует. Напишите нам в комментариях, кто знает. Но мне именно вот эта композиция очень по душе. Это бережное отношение к братьям нашим меньшим. Ну а мы удивились и дошли до самого последнего парка в этом выпуске. И это парк Лехи и Марии Качинских. Леха. Мы здесь первый раз, вообще ни разу здесь не были, представляете, за сколько здесь живем. И ни разу не были в этом парке. Но вот узнали то, что здесь много разных инсталляций сделали. Ну, такой интересный он. И он довольно продолжительный. Посмотрим, какой он будет, понравится или нет. Сейчас с вами первые впечатления. Войти в парк вы можете прямо с набережной. Здесь вот не прерываясь идет дорожка. Также мы видим, что прямо рядом с парком расположен магазин Metro City. Это один из крупных торговых центров в Батуми. Мы видим дорожки в парке, и они такие сырые, то есть это земля. Не знаю, будет ли здесь что-то делать, но ощущение, что если вдруг пойти сюда после дождя, ну здесь не пройдешь. Возможно, здесь положат плитку,
и будут выглядеть как все нормальные парки, но может быть такая задумка, что типа вы гуляете по земле, и как будто вы в парке, но вот нет ощущения, что ты в парке находишься, потому что он просвечивает, тут еще дорога, и шумы с дороги идут, и не знаю, как это понять, но как будто сквер это. Вот шумы, да, везде здесь машины. Ну, пойдемте посмотрим, может быть, дальше что-нибудь поинтереснее будет, пошире. Здесь установили большую детскую площадку. С виду выглядит очень современно, очень ново. Ну и самое главное, нравится детям, судя по их количеству здесь. Это прям очень здорово. Всякие домики, горки, есть просто все виды различных развлечений. Вообще парк, ну, мы видим, что площадка новая, здесь много инсталляций. Сейчас впереди вы увидите, мы почитали много об этом. Но парк открыт давно, в 2014 году. Я так понимаю, что его постепенно дорабатывают. И такое кратко о парке. Почему он так называется? Парк Леха и Марии Качинских. В честь президента Польши Лех Качинский и его жены. Этот парк вообще символизирует тесную дружбу между Грузией и Польшей. Поэтому вот. А я бы еще обратил внимание вот на такие питьевые фонтанчики. Они вообще расположены вдоль всей набережной, а здесь тоже. Это здорово. Кто еще не знает, как это работает, очень просто нажимаете и пьете. В жару вообще идеально, сейчас не жарко, но классно, что здесь все есть. Прям молодцы. И необычные сиденья, это ты ни разу не видел. Они очень, наверное, холодные сейчас. Ну да, это камни все-таки, они прохладные. Но чуть потеплее, если было бы, можно было бы сидеть. Удобно, кстати, очень удобно. Причем здесь угол такой немножко вот повыше, что ты не соскальзываешь. Интересно вот втроем сидеть вот так вот. Что, спорить? Что это за коммуникация такая? Беседовать надо. Есть хачапури и беседовать, просто сидеть вот так. Но тут не хватает стола, да, чтобы поиграть еще во что-нибудь. В карты там, или в нарды. Почему бы нет? Это как бы хорошо, что они лицом друг к другу. Это символизирует то, что люди общаются. Сейчас очень мало людей вообще смотрят друг на друга. То есть, ну, так вот. А здесь сидишь и прям вот и общаешься друг с другом. Даже если не хочешь, у тебя нет вариантов. Да. И вот такие классные эти. Ну, хотя они такие тоже холодные. Вот здесь были бы хороши Мягкие подушечки теплые. деревяшки. Не хотя бы деревяшки такие вот. Как сделано в парке Аллея Героев. У нас есть выпуск. Сейчас на экране появится и в описании тоже. Здорово? Здорово. Идем дальше. Между прочим, мы находимся сейчас на середине этого парка. Середина парка. Ну, прошли мы быстро, минут за 10, наверное, даже быстрее. Он хоть и длинный, кажется, но не такой. То есть можно за 20 минут полностью пройти. Ну, дальше самое интересное, я думаю, будет. Зачем мы сюда идем? Смотрите до конца нашего выпуска. Я надеюсь, было видно вот этот рой просто. Сотни тысяч Комариков? каких-то, да, комаров, то это мошки. А с левой стороны все так же мы можем слышать шум дорог, видеть вот эти вот строящиеся дома. И это, конечно, нарушает спокойствие такое в парке. Все-таки парк это место, наверное, для отдыха больше. Но я не знаю, что лучше, шумоизоляционные экраны или вот оставить так, как есть. Я думаю, здесь очень мало места и просто физически не могли вставить этот парк в другое место. Но тут вот море уже, я вижу, и вот тут дорога. Просто не хватает места для парка. И опять смотрите, вот ответвление, да? Дорога с плиткой и вот земляная дорога. Кто знает, может быть, напишите вообще, зачем это делается. Это явно сделано для чего-то. Может,
для того, чтобы здесь кони ходили, что ли, может быть, не цокали. Может быть, для каких-то собак, чтобы они бегали так. А может быть, для пробежек, да? Чтобы не по асфальту бегать, а вот по земле, так для коленей лучше. Я не понимаю, для чего, но как будто так и задумано. А тут еще есть вот такие вот дорожки, выделенные для велосипедов. А вот тот самый новый, свежий, современный экстрим-парк для деток. А почему мы идем по траве? Мы не пойдем по траве, пойдем нет, по траве. сейчас мы пройдем. Какой-то, да, он такой прям... Он прям новый. Современный, новый. Да. Тут есть, смотрите, разделение уровней для совсем маленьких. И там, я думаю, побольше. И вот здесь сверху они переходят, вот по этой штуке перекатываются вон на самокатах. Вон они там катаются все довольны. Потому что здесь тоже с этой стороны продолжение. Уже другой материал, Вау. какой-то прорезиненный, что ли. А это, наверное, для разных видов. Такие Честно, горы. я иногда, Красиво. когда я вижу, как дети вот тут вот рассекают, мне становится дурно. Что мог упасть? Да, а еще малюсчик какой пошел. Они в касках. Смотри, какие они просто раз, два, на велике. Вау. Вы что, ребята? На самом деле, я думаю, что это не так опасно, если ты покатаешься хоть немножко, там уже ты контролируешь свои движения, и уже не так страшно. На великах вообще легко, там ты спокойно едешь и все. А мы сюда, кстати, можем приехать на велике. Да, конечно, ага. Да, и так кататься. Да. Одна из частей. И вот здесь, по сути, здесь должны кататься на скейте. Но здесь тоже катаются малыши на всем подряд. Это рампа вот скейтерская, да? И вот здесь табличка 14+, то есть только от 14 лет. А там... Что-то я ни одного 14 здесь не вижу вообще. Что за нарушители злостные? Детям всегда хочется быть взрослее, чем они есть на самом деле. Ну, в общем, да. Вот такой вот классный парк. А детей здесь просто. А вот здесь, под вот такой вот крышей, все могут спокойно переодеваться. Вот здесь вот есть такие лавочки, причем их много. Могут отдыхать родители. Ну и как бы место есть для всех. Наконец они деревянные, то есть здесь не холодно будет сидеть даже зимой. Очень удобно. Вот это классно сделано. Молодцы. А еще здесь же в парке установлена большая, новая, современная воркаут-площадка. Здесь очень много места и современных тренажеров, ну и людей, поэтому тоже очень много. Короче, здесь гиперэкстензия лучше, чем в моем тренажерном зале. Почему лучше? Потому что здесь регулируется, наверное. Нет, я думаю, что нет. Регулируется, но все работает. В общем, здорово, хэштаги есть. Их причем много в Батуми. И как вы смотрите, если наши выпуски, мы постоянно об этом обращаем внимание. Даже зеркало есть, смотрите. А мы подходим к новой достопримечательности парка. Вы издалека можете подумать, что вам показалось. Нет, друзья. Это именно сланцы и именно на яйцах. Как это? Зачем это вообще? Вот, ну это прям ради чего мы сюда шли. Все говорят, что это прям здесь современное какое-то что-то такое. В общем, смотрите сами, оценивайте. Вот мы сейчас подошли еще раз к скейт-парку и заметили, здесь много касок лежит в корзинках. Защита, скорее всего, все бесплатно, да. И здорово, что предоставляется все ради безопасности для людей. Это приятно. Я надеюсь, что бесплатно, хотя может и не бесплатно.
А вот в честь кого назван этот парк. Это Лех Качинский. Вот он. Есть краткая информация, если вам интересно почитать. Ставьте на паузу. И вот здесь на 3 языках. Одни из самых красивых и милых, таких уютных лавочек в Батуми. Здесь такое маленькое деревце, оно пока маленькое, потом вырастет. И здесь у нас не бетон, не какая-то там еще не железо, а дерево, из дерева сделана она. То есть здесь тепло, будет вода, если она будет утекать, удобно. И красивая. Просто когда эти деревья станут побольше, или летом, когда они будут яркие, сочные, зеленые, мне кажется, вот это место будет одно из самых популярных и самых красивых в городе. Это был обзор больших, крупных парков в Батуми. Да, здесь есть еще небольшие скверы, и их довольно много, но сегодня мы говорили не о них, мы говорили о парках, где вы можете провести, но если не целый день, так погулять полдня точно. Если у вас есть интерес обзор сделать скверов, их очень много, но мы можем пройтись по основным, они очень красивые, даже есть прям шикарные. Мы тоже можем снять обзор, напишите в комментариях, это все сделаем. Выпуск, если понравился, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно. Очень много неподписанных смотрят, подписывайтесь, потому что у нас много интересной информации про Батуми. Дальше у нас уже целый контент-план, так что будет интересно. Но самое главное, наши выпуски выходят регулярно, раз в неделю. Поэтому каждую неделю вы можете смотреть новые выпуски, получать новую информацию и, более того, как уже сказал ранее Константин, участвовать в создании наших выпусков. Для этого вам нужно всего лишь написать в комментариях тему, которая вам интересна. И мы выбираем и освещаем. Мы пошли дальше гулять в этот парк. А вы смотрите сразу же следующий выпуск.